Все же знают про такую игру, как Half-Life 2. Игра вышла в 2004 году и настолько сильно повлияла на игровую индустрию, что до сих пор делают моды, разборы и спидраны. И в какой-то момент мне стало интересно, а можно ли повторить Half-Life 2 в Pocket Code? Я полез на YouTube и не нашел ни одной попытки это сделать. Изначально я вообще планировал делать игру в 3D, но довольно быстро стало понятно, что для New Detroit это слишком тяжело, потому что я хотел добавить 3D модель огромной локации из Half-Life 2, но у меня это не вышло. Как мне сказал разработчик, New Detroit максимум поддерживает для одной сцены 700 тысяч полигонов, и то если без постобработки и всего такого. Так что я решил отказаться от данной идеи с 3D игрой. Для начала, как обычно, я сделал главное меню. Шрифт брал почти точь-в-точь, как в оригинале. Чтобы сделать тестовую карту, я зашел сначала в Garry's Mod и сделал пару скриншотов. И выбрал самый лучший. Дальше я начал делать тестовую карту. Нашел 3D модели Гордона Фримена и жителей Сити 17. Правда, нормальной модели Гордона Фримена без костюма не оказалось, поэтому я просто взял другого персонажа и поменял ему текстуру лица. После этого я начал делать анимации для двух 3D моделей. В итоге одна анимация вышла на 60 кадров. NPC будут примерно с таким же количеством анимаций. Когда персонажи были готовы, я сделал управление через джойстик, добавил Have костюм и сделал так, чтобы его можно было надеть прямо в игре. Потом я решил сделать кнопку взаимодействия. Дальше я решил сделать зарядную станцию. Пока что это выглядит как черный квадрат. Я сделал скрипты, чтобы можно было заряжать костюм, и пошел искать 3D модель для нашей зарядной станции. А потом я так же самое сделал только с аптечками. А спонсор этого видео GG Sell. Здесь вы сможете легко пополнить свой Steam аккаунт. Вводите свой логин Steam и желаемую сумму для пополнения. Жмете оплатить и выбираете любой из удобных способов оплаты. А далее все. Средства через пару минут будут на вашем аккаунте. GG Sell это marketplace. На странице с пополнением можно найти вверху баннеры с различными категориями товаров. Если возникает какая-то спорная ситуация, поддержка всегда вам поможет. Вся информация находится в описании и закрепленном комментарии. Дальше я решил сделать так, чтобы можно было протестировать нашу аптечку. Мне нужно было сделать какой-то предмет, который отнимает хп. И я решил, что это будет бочка. Я нашел 3D модель бочки и добавил ее в игру. Сделал скрипт взрыва, но пока что он кривой, чисто для теста. И после этого можно сказать, что тестовая карта на этом этапе готова. Сейчас полная версия игры выглядит вот так. Контента пока не так много, как планировалось, но для текущего этапа этого достаточно. Если это видео наберет хотя бы 100 лайков, я продолжу разработку и выпущу следующую часть. А на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.